Привет, друзья! Спешу поделиться с вами обалденным пирогом на сковороде. Шоколадный, мягкий, с вишнями и абрикосами. Ну что, поехали! Начну с фруктов. Вишни у меня уже без косточек, а вот абрикоски также освобождаю от косточек и нарезаю на дольки. Как манго. Угу. На улице хоть и жарко, все равно хочется чего-то печеного. Ну а теперь тесто. В миску вливаю 3 яйца. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Добавляю 180 граммов сахара, пол чайной ложечки соли и граммов 5 ванильного сахара. Взбиваю миксером в пышную массу. Когда масса посветлела, увеличилась в объеме, достаточно. Сразу сюда вливаю 200 мл молока комнатной температуры и 100 мл растительного масла без запаха. Перемешиваю на небольших оборотах. Миксер пока не убираю, он мне еще пригодится. В мисочке смешиваю 250 граммов муки, 50 граммов какао-порошка и пакетик разрыхлителя. Сюда же. Уже вкусно. Вот люблю сочетание шоколада и вишни. Для меня это прямо ням-ням-ням. И начинаю вводить в жидкую смесь. При этом просеивая, чтобы не было комочков. Разрыхлитель какого качества, друзья? Лимонная кислота вся осталась в сите. Ну что, сюда ее, конечно же. Иначе пирог не подойдет. И снова все перемешиваю. Подбираю со стенок, чтобы все равномерно смешалось. Ой, как вкусно пахнет. Ням-ням-ням. Ага, слышишь, как он, да? Даже ему вкусно. Миксеру. Подожди. Да вот. Что сколько вкусное тесто, что даже миксер подпевает. Угу. Мурчит. Сильно долго взбивать не нужно. Главное, чтобы все перемешалось. Вот какое тесто получается. Оно даже сырое вкусное. Оставь венчики пооблизывать. Ну, это уже традиция в нашей семье. Венчики у нас доедает. С венчиков у нас доедает Сережка. Сейчас я их тщательно... Оставь там что-то. Ладно, оставила. Достаточно? Достаточно. Ну все, дело осталось за малым. Сковорода у меня диаметр 26 сантиметров. На дно я выкладываю пергамент. Ну, подстраховываюсь, мало ли. Тесто визуально делю напополам, на глазик. Хозяюшки, все делаю на глаз. На правый, на левый, там уж как получится. Ну, плюс-минус. Не обязательно прям там вытворять. Еще немного. Распределяю по всему донышку. И так как вишня у меня сочная, беру щепотку, хорошую такую щепотку манки и посыпаю. Я не люблю, когда пирог получается сильно такой влажный, мокрый. А маночка мне в этом поможет. Ну и теперь фрукты выкладываю. А в таком хаотичном порядке. Оп. Они прямо тонут тупо. Конечно, это же сейчас посмотришь, какая будет красота. Вишня и абрикос. Красота! Так, куда еще, Сережка? Да побольше ложи, он вкуснее будет. Конечно. Ставьте лайки, друзья, за такой шедевр красивый. Ну и сверху выливаю оставшееся тесто. Стараюсь его сразу же равномерненько распределять. Вот так вот. Также тесто немного распределяю, чтобы все фрукты оказались в серединке. Немножко его пристучу, взбодрю. Ну и все. Дело осталось за малым, его испечь. Делаю небольшой нагрев на моей газовой плите. Это примерно вот так. Ставлю пирог, плотно накрываю крышкой и на 20 минут о нем забываю. Сережкины любимые цветы. Сам садит, сам выращивает. Красота какая. Ну что, хозяюшки, прошло 25 минут. Конденсат на крышечке я рекомендую протирать время от времени. И смотрим, что у нас здесь. Я уже вижу, что по краям пирог стал матовый. Сейчас беру лопатку и прохожусь по краешкам. Мало ли где-то что-то пристало. Какой он высокий, красивый, а пахнет так шоколадкой. Вот люблю сочетание шоколада, абрикоса и вишни. Затем беру, накрываю пергаментом. Аккуратно сверху кладу тарелку и переворачиваю. Посмотрите, какая красота. Вау. Да. И сейчас снова отправляю пирог в сковороду. Поправляю его. Давайте, хозяюшки, уберу и покажу вам, какой он красивый. О, идеально. Шоколадный. Да, шоколадный. Снова накрываю крышкой, прям с пергаментом. И допекаю еще 15 минут.
Нагрев у меня вот такой вот, небольшой. Та-да-да-да, та-да, ответственный момент. Оп, Вау. какой красавчик, посмотрите. Я даже по звуку Как бисквит. слышу, что он пропекся, да. Но все равно проверю. Палочка должна выходить сухой. Вообще, класс. Все, достаем и даем остыть. Опа. Смотри, какая красота. Сейчас решетку принесу. И вот так вот вечером, когда уже жара спала, можно кусочек вкусного пирога. Будешь, Сережка, со мной? Конечно. Мы с тобой хорошо поработали сегодня, так что можем со спокойной душой съесть кусочек пирога даже вечером. Вау. Красиво? Да. Да еще с компотиком. Да, Сережка, с холодным компотиком ты добавляй. Конечно. Вот такой результат, друзья. Если любите сочетание фруктов и шоколада, я рекомендую вам попробовать этот пирог. Сверху можно, конечно же, чем-то полить, посыпать, но тут уже, друзья, по желанию. Я бы сметанки добавила с сахарной пудрой. Ставьте лайки, друзья, комментируйте, делитесь своими рецептами. А мы с Сережкой будем ужинать. Хоть и вредно, зато вкусно. Молоко Куда? в тесто. Я забыла добавить молоко. Стакан молока. Не страшно, что я его добавляю после. Главное, что я его добавила вообще, Сережка. Я же вижу, тесто не такое, как всегда.